Всем привет! Рад вас видеть на нашем канале. Сегодня мы поговорим об обратной связи от клиентов, когда вы сдаете сайт, и вам нужно получить какую-то обратную связь, либо после того, как вы его выложили в том же Dev доступе, покажите клиентам, чтобы они внесли какие-то, показали свои правки и предоставили. Как это все происходит, мы прекрасно все это знаем, что вы получаете миллион сообщений в соцсетях, допустим, если вы там привыкли работать с клиентом, либо получаете в тех же мессенджерах, WhatsApp, Telegram, кучу сообщений. Это может быть не только просто текстовые сообщения, естественно, без привязки к какой-то странице, к какому-то устройству и так далее. То есть после чего вам нужно еще выяснить, ладно, получить обратную связь, вам нужно еще выяснить, где и что вам нужно изменить, какая кнопка на какой странице находится, который клиент просит у вас ее изменить, на ней текст, либо внешний вид, какая-то картинка его не устраивает. И на это уходит очень-очень много времени и денег. Вы это прекрасно понимаете и знаете. Это боль, если вы еще получаете очень часто голосовые сообщения. Из трехминутного голосового сообщения, на самом деле, там может быть 15 секунд только пользы, остальное это просто нужно прослушать, чтобы получить эти 15 секунд. Они могут быть как в начале, как в середине, так и в конце. И опять же, нужно будет еще задать 10, 20, 30 наводящих вопросов, чтобы понять, о чем именно имел в виду клиент и где находится данный элемент на сайте, особенно если сайт многостраничный. Да, если это тот же одностраничник, то там, конечно, проще. Но опять же, клиенты делают скриншоты, либо они могут нарисовать вообще на листке бумаги структуру, которую не видят, сфотографируют и отправят вам в тот же менеджер, либо по имейлу. И все каждому клиенту работать где угодно. То есть, опять же, кто-то любит голосовые, кто-то любит писать по имейлам и так далее. Это вам нужно все собрать воедино, и это прям большая-большая проблема. Мы уже ранее рассказывали о других инструментах. Это один из инструментов, который, у него есть свои плюсы, и он на самом деле очень прост в установке, быстр и удобен также для клиента. Есть более продвинутые, конечно, инструменты. Ну, там есть минусы, допустим, на тех же мобильных устройствах очень тяжело получить обратную связь и так далее. А многих клиентов, как из практики, да, нет даже компьютеров, и они всегда все отвечают через мобильник. Соответственно, я вам сегодня покажу, как его быстро настроить, как установить в 2 клика, как им пользоваться, какие плюсы и минусы, что я вижу. У них отличная есть дорожная карта, к которой они стремятся. Ну, давайте перейдем к делу, выберем перейдем в дашборд. У меня там сейчас на этом аккаунте ничего нету, я как раз хотел показать вам все с нуля. Давайте выберем жертву какую-нибудь. Вот она наша жертва. Кстати, это вот многие уже просили ранее рассказать подробнее про сервер Аватар, как я его использую. У него есть как платные, как и бесплатные тарифы. Это панель управления веб-серверами. Я пользую платную версию уже достаточно долгое время. И могу рекомендовать, для чего он удобен. То есть я могу планировать сайт в один клик. У меня есть блутпринты сайта, чтобы разворачивать готовые под определенные стеки уже готовые сайты и тому подобное. То есть у меня базированный сайт достаточно там несколько кликов, и сайт полностью с плагинами, ссылками у меня он уже готов. Ну, я проведу видео, покажу и бесплатная версия у него, как это работает, ну и какие плюсы платной. Уже давно просили, я подготовлю это видео и обязательно расскажу. Один из функционалов — это быстрый логин. Опять же, если было бы у меня несколько админов, он мне спросил, какому админу мне нужно залогиниться. Итак, мы находимся в жертве. Давайте скопируем домен. Ага. Перейдем в проекты. Давайте создадим новый проект. Раз, два. И готово. Проект создан. А, Да, давайте сохраним. Перейдем в настройки. Скопируем скрипт. Опять же,
Плагин пока на сегодняшний день у них для интеграции нету. Ну, я лично не вижу смысла его, когда его можно установить. В принципе, скрипт, наверное, практически будет смысл, любой плагин. Опять же, если ваша CMS не работает, то вы, опять же, можете выбрать разные параметры работы скрипта. Как вы видите, данные, function call, Next.js скрипт, если используете, в принципе, это работает со всеми сайтами, со всеми вариантами. Так, у меня есть WP Codebox, ну, давайте поставим не WP Codebox, а, допустим, ну, тут там можно где угодно, ну, я пойду ставлю, допустим, настройку Blitz и сохраним заголовок. Окей. Вернемся к настройкам. Как я уже показывал, здесь есть большой плюс. Опять же, вы уже проработали с ними, допустим, с клиентами на деве, и потом перенесли уже на прод, и в будущем вам также он у вас сайт на поддержке, и время от времени клиент у вас что-то просит, чтобы сохранить всю историю, вам достаточно просто изменить потом доменное имя, если хотите, проектное имя, можете его оставить так, как хотите, переименовать. Это ваше право. Но опять же, все, чтобы сохранилось, вы можете просто сменить домен, и вся история у вас все это сохранится. Это отличный способ, не нужно будет удалять, создавать новый проект для этого, а просто сменить доменное имя. Давайте введем к высоте. Здесь настроек немного, иконки вы выбрать не можете. Вы можете сделать компактный режим, либо общий режим. Но опять же, здесь не нужно наставить высоту. Конечно, можете поменять цвета, активный цвет. Ну, не знаю, давайте что-нибудь просто красиво покажу. Виджет расположить внизу в центре, слева, справа, как вам угодно. Ну, оставим по умолчанию. Можете под свой бренд, либо под клиента. Опять же, этот инструмент подходит не только для того, чтобы вы предоставляли это вашим заказчикам, а также кто-то читал, использует его полностью для всех клиентов, которые посещают ваш продуктовый сайт и хотят получать таким образом связь. Ну, я пока это не вижу, но опять же, это всегда возможно, и вы можете сюда сбросить по дефолту. Далее, доступы. Вы опять же можете открыть это для всех клиентов, либо у вас будет условно логика отображения скрипта, допустим, если используя query запрос в URL. Ну, давайте пока это выключим. Токены пока выключим, то есть или с авторизацией и так далее. Автоматическая клиентная регистрация, то есть без подтверждения. Ну и кто получает контроль. Ну, опять же, здесь вы можете выбрать только админы и пользователи могут комментировать и смотреть, либо все. Ну, оставим пока все. Я пока сейчас отключу, хочу показать, как это все выглядит, и потом включу для других вариантов. Здесь вы можете это настроить как и глобально для всех ваших проектов, либо индивидуально под каждый проект. Здесь, если заметите, здесь можно получать каждую минуту, каждые 15 минут, час, день, неделя. Вы хотите сказать, что можно это лучше получать сразу? На самом деле нет. Для меня лучше получать раз в день. Объясню почему. Каждый комментированный клиент у вас будет приходить там 10, 20, 30, сотни сообщений, любые комментирования, пока он сидит, играет с вашим сайтом, и вы будете получать кучу-кучу спама. Зачем вам это надо? Достаточно просто взять и получить, что у вас новый контент раз в день, либо там раз в час, когда вам удобно. И потом сесть и все проработать и ответить. Можете также свои комментарии, если нужно, отметить, то тоже возможно. Дальше идем в функциональность. Здесь вы можете включать, выключать рисование, скриншоты, загрузка изображений, если это надо, публичные, ссылка, чтобы поделиться, э, комментирование, то есть спросить тайтл в комментарии, метаданные, то есть вам нужны, то есть откуда клиент, какое устройство и так далее. Это вот тоже очень-очень важно. Ну и скрывать комментарии для незалогиненных пользователей. Если хотите, вы можете это тоже скрыть. Ну, давайте оставим по умолчанию все это. Здесь вы можете добавить клиента. Ну, давай добавим а, просто клиент.
это будет у нас дополнительный клиент. Опять же, он может и регистрироваться, если вы включите настройку, вам нужно будет пройти регистрацию, и опять же, он автоматически может, как я уже показывал в настройках, либо вы можете добавить, ну, лучше, наверное, добавить, чтобы не было это. Локализация, то есть вы можете полностью локализировать либо для данного домена, либо сделать ее по умолчанию, перевести, то есть все реплики на нужный вам язык и так далее. Либо это можете делать под каждый проект, допустим, у вас. Да, здесь нету других языков, но опять же нужно будет, это можно перевести за то абсолютно все. Ну, к примеру, давайте, а, ну, давайте переведем для данного домена. Введите ваш комментарий. Сохранить. Ну, это просто для примера. Опять же, можете потом это все сбросить по умолчанию, если это вам нужно. И очень интересно это интеграции. Опять же, чтобы работать вам с комментариями, с задачами, то есть удобно, конечно, сейчас пока бете Trello, но уже работает замечательно, я тестировал. То есть все ваши комментарии будут попадать в задачи, ответы и так далее. Если вы переводите в архив, он также, соответственно, будет переводить в архив. Очень удобно, то есть двухсторонняя синхронизация с доской Trello, очень хорошо работает с бесплатными, и создает карточки, то есть это находка. Но опять же, если вы используете не Trello, какие-то другие инструменты, опять же, есть веб-хуки, также можете настроить и использовать. Тоже очень-очень удобно. Ну, как видите, настроек здесь не очень много. Опять же, идем в комментарии, ну и идемте на сайт, я вам просто покажу. М, И, как видите, вот скрипт загрузился, то есть вы можете смотреть все комментарии, вот сейчас включена эта кнопка, здесь выключены будут все комментарии, ну и можете оставлять. Так как он сейчас, я же здесь и нахожусь, он будет отмечать, как меняется новое. Ну, давайте я вам покажу, как, к примеру, если это клиент, другое устройство и так далее. Я использую Anti-Detect браузер для управления аккаунтами. Это Google логин. Их на самом деле много, ну, я многие перепробовал, для меня это больше вписывается в мои рабочие процессы, и мне кажется, с ним для меня лично значительно удобнее, потому что вы все прекрасно знаете, что на сегодняшний день интернет уже совсем не тот, который был раньше. Большая часть аккаунтов заблокирована по месторасположению. И не только по месторасположению. Я вот живу в Испании. Вы, наверное, все слышали, когда у нас проходит матчи, то все платные каналы блокируют у нас половину интернета. Почему это происходит? Все очень просто. Все сайты, которые бесплатно ретранслируют платные каналы, тут тот же футбол по законам Испании. То есть те же операторы платных каналов могут блокировать прям полностью IP-адреса, весь трафик и так далее. А те сайты, которые так называемые хотят людям предоставлять это бесплатно, они все прячутся за Cloudflare в большинстве случаев. То есть либо используют их сервера через Cloudflare. Ну и, соответственно, когда у нас происходит футбол, то процентов 60-70 на течение дней в этот момент у нас перестают работать абсолютно все сайты. Да, это выглядит именно так. Ну, такое законодательство и доступ к большинству сайтов просто обычного VPN будет недостаточно и перестают абсолютно работать. И, соответственно, спасение это одно из моих решений, для чего мне нужен данный антидетект браузер. Это именно это. Плюс очень часто, когда я выезжаю за пределы Испании, мне очень нужно будет получать доступ к государственным органам, налоговые и так далее. Они тоже не работают. И обычного VPN недостаточно. Я использую многие разные методы, такие как расширение для браузера с юзер-агентами, прокси и так далее и тому подобного. То есть это прям очень геморройно, проблемно, работает не так, как хотелось. Сохранение куки, а если они слетели, то это все. То есть пока не вернутся. Плюс следующие моменты, такие как я, конечно же,
скажете, можно развернуть сервер, либо установить у себя дома компьютер и заходить через него. Да, это возможно, но опять же, это те же геморрой, но компьютер должен постоянно работать. Если э, ну, опять же, это платить за выделенный IP-адрес и так далее у местного оператора. Ну, проблем очень много и очень дорого. И можно, конечно, взглянуть в VPS на Windows и заходить онлайн через браузер. Но, опять же, нужен антидетектор. Вы прекрасно знаете, для чего покупать прокси. Опять же, это у вас, если вы не будете покупать прокси, у вас будет всего лишь один IP-адрес, а вам нужно использовать, так как я работаю часто с клиентами, мне нужен доступ к их Gmail аккаунтам, к первичным настройкам, Фейсбукам. Там-то еще хоть как-то в Фейсбуке только достаточно один раз настроить, а потом можно заходить. Но опять же, не всегда это удобно. Клиенты тоже могут в этот момент заходить, плюс используют часто подрядчиков, которым нужно тоже предоставить доступ, но не хотелось бы давать им логин и пароли, просто на какое-то время, просто коротко предоставить, чтобы они сделали определенные работы, ну и все, просто я несу ответственность за клиента, и дальше просто отключить им доступ и вопрос решен. Следующий вопрос очень часто, к примеру, тот же работа с LinkedIn, это тоже большая-большая проблема. И нужен всегда, то есть когда вы хотите вести несколько профилей, нужен инструмент, который даст вам полный контроль над онлайн-идентичностью. И для этого я выбрал для себя GoLogin. Что он даст вам? Он даст вам доступ к любому контенту. Вы можете открывать сайты, сервисы, которые раньше были недоступны в вашем регионе. Площадки для работы, стриминги, маркетплейсы, рекламные платформы. Ну, естественно, конфиденциальность и защита от трекинга. Без ее на сегодняшний день никак. Плюс очень часто кому-то нужно парсить, либо вы занимаетесь SEO, хотите под определенным пользователям, посмотреть поисковую выдачу и так далее. Вариантов очень-очень много. И а, то, что раньше было недоступно там для вас, те же площадки работы, то это, конечно же, Go1 решает эти проблемы. То есть несколько аккаунтов — это тоже решение, то есть вы создаете их очень быстро, как вы видите, то есть через прокси вам не нужно, и нет никакой путаницы, то есть вы для каждой профиля для работы, для личных задач, SMM, там, для рекламы, маркетплейсов, либо просто для тестирования, и все переключаете в один клик, без каких-то повторных входов, без пересечения куки, либо каких-то следов. Ну и как еще раз напомню, очень важно это командная работа без паролей. То есть делиться профилями можно безопасно. Вы даете доступ к среде, а не к паролю. Коллеги подключаются из разных мест, но работают с теми же аккаунтами. При этом отсутствуют какие-то риски утечек, блокировок и так далее. Меньше банов. Гологин маскирует не только IP, но и всю вашу цифровую идентичность. То есть это очень важно. Платформа видит аккуратно настроенный профиль вместо реального устройства. Ну и это снижает вероятность подозрительной активности и, естественно, блокировки. Вы можете наводить там папки, статусы, это главное настраивать так, как удобно вам. На самом деле данный инструмент решает экономит ваше время, нервы и решает многие задачи. Ну, основные задачи это, конечно, для SMM таргет, то есть несколько страниц рекламных кабинетов, и это все без блокировок, исследование рынка, просмотр цен, предложений, других регионов, где сайт обычно закрыт, подрядчики и команды, то есть безопасно передаете доступ к рабочим аккаунтам без передачи логинов и паролей. Также маркетинг. Вы тестируете, как сайт ведет себя для разных устройств, локальностей, сетей и так далее. Ну и личные задачи, то есть какие-то стриминговые сервисы, которые недоступны в вашем регионе, и это работает стабильно. Да, обычный VPN, прокси маскирует только IP,
Google логин управляет целым набором параметров устройств и браузера. Это сложнее детектировать. Профили изолированы, куки, локальное хранилище, кэш, отпечатки не вмешиваются, поэтому аккаунты не цепляются с друг с другом. Совместная работа не требует пересылки паролей и повышает безопасность. Если вам нужна приватность, безопасность и полный доступ к интернету, попробуйте Go-логин. Это простой способ взять под контроль свою онлайн-идентичность, работать спокойно и не зависеть от ограничений. Попробуйте бесплатно по ссылке в описании. Регистрация займет всего лишь пару минут, а 2 гигабайта резидентской прокси уже будут включены. Выбирайте локацию, наставите профиль и работайте, когда вам угодно. По промокоду Пифагор вы получите специальную скидку. И, как уже говорил, 2 гигабайта бесплатной резиденции прокси для частных пользователей. Так что они будут быстрые, конфиденциальные, надежные, с подключением по всему миру. Выбирайте страну, город и подключайтесь к нужным ресурсам. Ну, давайте я вам покажу, как это будет выглядеть. Я вам сейчас создал для этого тест-аккаунт, потому что все-таки у меня уже настроен Google логин и есть некая информация, которую я бы не хотел делить. Но опять же, это из-за конфиденциальности. Большой плюс есть также, что есть и мобильное устройство Google логин. То есть, ну, это вот сейчас я развернул тестовые, чтобы вы могли посмотреть. То есть можно создавать неограниченное количество профилей. Если вам в будущем будет интересно сделать, чтобы я сделал полный обзор, да, конечно, пишите в комментариях, пишите в личные. Если вам интересно, я, конечно, покажу полный обзор, как я его использую, на каких-то реальных кейсах, в чем у него преимущество, в отличие от других данных инструментов. Здесь вы можете, как вы видите, то есть ваши профили, то есть вы их можете создавать, то есть 50 профилей, добавлять заметки, которые очень удобно. Это не просто заметки, они форматированные заметки. То есть, к примеру, вам нужно будет выделить текст, пожалуйста. Вам, чтобы удобнее это все складывать. Также вы можете создавать папки, то есть, как вы видите, вот сейчас, да, все профили. Я вот сейчас создал папку с тестом здесь, допустим, вы создаете определенно под определенный. Я создаю, как правило, под определенных клиентов и локации, то есть свою папку. Мне так удобнее работать. Ну, плюс есть личные. Опять же, есть все теги, вы можете использовать теги. Вы можете настроить таблицу, как вам тут удобно, то есть вы выбрать колонки, которые вам нужны, какие прокси, логины используйте, место расположения, какая у вас версия браузера, но чтобы долго здесь, ну, опять те же теги можете включить, если, чтобы долго здесь не показывать, для этого сделаем отдельное видео, если хотите, пишите, там более подробно расскажу. Опять же, вы будете видеть трафик. Если вам нужно быстро настроить, вы можете настроить его, переименовать, какое разрешение, по каким, добавить куки, сохранить куки, обновить ваш отпечаток. Это делается все очень быстро. Используйте прокси. Вот в данном случае сейчас США. Опять же, можете выбрать, допустим, Франция. Пожалуйста, выберите во Францию. Часовой пояс, опять же, вы можете выбрать на основе IP, к примеру, выбрать нужное месторасположение, допустим, Япония и так далее. То есть каким вы браузером используете. Ну, опять же, я сейчас не буду тратить время, потому что именно тема у нас немного другая. Опять же, вы, если используете сервисы Google, то это нужно сначала включить локальное хранилище, блокировка сессий, системное расширение и так далее. То есть, допустим, вам нужно а, допустим, вот вы можете посмотреть ваше оборудование, которое вам нужно, шрифты, какие-то расширения вы можете добавить. К примеру, сейчас установлен здесь Google Translator. Ну, к примеру, мне еще нужно в данном браузере, чтобы открылся любое расширение. Ну, давайте поставлю Smart Extractor, ну, к примеру. И он, соответственно, с данным запуском он будет у меня устанавливаться. Ну и, к примеру, я вот, допустим, давайте, допустим, там Facebook, это основная из проблем. Делается стат.
Запускается браузер, очень быстро, пожалуйста, все готово. Вы можете настроить, какие страницы у вас будут по умолчанию, и те ссылки, какие расширения для браузера. Это тоже все настраивается быстро. Страницы по умолчанию, которые будет у вас грузиться и так далее. Ну, давайте мы перейдем с вами. Так, по-моему, страница у нас вот эта, если честно. Я не помню. Да, надо было ее сохранить. О, да, мы здесь. Так, ну и как видите, скрипт у нас подгрузился. Он нас ничего не показывает. Ну, давайте добавим какой-то комментарий. Скажем, я хочу изменить данный заголовок. Сменить данный заголовок. Ну, такой. Опубликуем. Дальше, к примеру, я хочу, чтобы данная кнопка была зеленая. Зеленая. Ну, и хочу здесь нарисовать именно вот эта кнопка. И хочу, чтобы она была квадратной. Ну, опять же, вы можете делать все, что угодно. Дай только волю клиентам, и они начнут рисовать. Сохранили. Да. В данном браузере я не делал разрешения. Хорошо. Он попросит меня перезагрузить, но ничего страшного, мы его перезапустим. Да, он просит нас еще закрыть. Давайте мы еще раз вернемся в логин. Мы, по-моему, использовали данные прокси. Да, мы здесь. И как видите, у нас был один комментарий, второй мы не успели сохранить. Как он, видите, он показан один на этой странице и ноль на всех страницах. Опять же, на сайт многостраничный. И если мы нажимаем, он нас его прокрутит, так как он сейчас мы его в видимости, поэтому, соответственно, давайте посмотрим. Он показывает с устройствами Linux, Chrome и используя Pixel. Опять же, то, что вы настроили Google логин, опять же, у вас также это будет отображаться. У него выключена видимость, и, соответственно, вот он нам показывает наш комментарий. Пожалуйста, я хочу здесь еще добавить, допустим, я передумал а, другой. Ну, тут не важно. Добавить. Все, у нас он добавился, у нас есть комментарий, и мы хотим, скажем, давайте изменим еще какие-нибудь комментарии, добавим, и, скажем, я хочу здесь добавить иконку. Иконку. И давайте мы ее нарисуем. Я хочу ее вот здесь, чтобы она была у нас вот такой. Окей. И пусть будет стрелочка. Ну, для тех, кому это необходимо. Просто. Да. Вот он нам сохранил. Опять же, все готово на этой странице. Но опять же, давайте перейдем на какую-нибудь другую страницу и создадим еще на другой странице. Покажу плюс. Да, и это еще не все. Ну, здесь у нас ничего нет. И уже, э, и давайте здесь добавим, дадим клиенту творчество, пусть он здесь рисует фотографию.
здесь скажем, пусть он покажет, что ему нужно. Еще, еще и опубликую. Готово. Все у нас готово. То есть мы это все опубликовали. Давайте вернемся на нашу страницу и идем непосредственно в наши комментарии. Как вы видите, вот они комментарии, вот они скриншоты. То есть я могу их просмотреть. Это вот на одной странице. Я могу их архивировать, я могу ответить на них, я могу к ним перейти и так далее. Вот здесь дополнительно, видите, клиент оставил. То есть, опять же, если он будет залогин, вы будете видеть, кто оставил. То есть, ну, я сейчас просто показываю вам в простом варианте. Вот давайте скопируем это, перейдем, опять же. А, Мы закроем данный браузер, он автоматически, если вы закроете браузер, автоматически проходит разлогин. И давайте, скажем, перейдем через Австралию. И здесь опять же у нас нет разрешения, но мы сделаем немножко по-другому. То есть я скопировал ту ссылку, чтобы не проходить регистрацию. То есть и клиент будет сразу же залогинен под нужным токеном. И давайте оставим комментарий. То есть, как видите, я вижу комментарии другие. И я могу тоже прокомментировать. Ну, допустим, вернемся, вот видите, к этому комментарию, ответить. Мне не нравится. Добавить комментарий. Могу создать свой комментарий. Вот, поставим класс. Конечно же, еще большой плюс, это все очень хорошо работает прямо на живых мобильных устройствах. Это реально, это я проверял, и клиентам это нравится. Да, конечно, там возможно будет порисовать, это будет не очень удобно, но опять же комментарии это можно оставить. То есть вот мы опубликовали, как мы видим, видите, вот имя, которое я ему дал, он уже видит сразу, то есть может ссылку и так далее. Опять же, сейчас видно это все для всех клиентов, но это можно будет изменить в настройках, чтобы были только видно для залогиненных. Давайте перезагрузим страницу. Как видите, все оно есть. Ну, допустим, если мне нужно нашу красоту посмотреть, как это вот все было нарисовано, то, пожалуйста, я это все вижу. Это все скрывается. Ну, опять же, давайте перейдем сюда и посмотрим все комментарии, которые нужны. То есть вот они хотят икон. То есть я вижу всех. То есть перейдем к комментарию. И здесь давайте я ему сделаю ответ. Допустим, готово. Ну, не важно. Либо этим давайте просто уже делаем, что решено. Опять же, видите, все комментарии у всех будут скрыты. И опять же вернемся сюда, обновим страницу. Ну и как видите, то, что я уже скрыл, его же нет. Опять же, видите, здесь на двух страницах два комментария, один есть на одной. И если я хочу на него посмотреть, то я могу вот перейти, и он мне перекинет непосредственно на эту страницу. И это очень удобно. Понимаете? Вот он. И я могу посмотреть, опять же, если мы работаем в команде, то, пожалуйста, то есть всю красоту, которую предлагаем. Значит, давайте это мы закроем. Вернемся назад. И здесь, соответственно, как вы видите, то есть это очень удобно работает. Идемте в настройки. И теперь я вам хочу показать, как можно еще настроить проект, чтобы это работало непосредственно по ссылке. Опять же,
Если вы не хотите дать, просто дать ссылку, чтобы никого-то не регистрировать, не отправлять ему с его токеном, чтобы он не заходил с каким-то логином, то мы можем, допустим, идти в настройки доступа, допустим, давайте мы сейчас включим весь функционал, который нам удобно. Ну и опять же, допустим, скопируем вот тут. Идемте в наш логин, воспользуемся сейчас другим профилем. Как видите, это очень быстро. Отлично. Мы здесь. Открываем нашу ширину и, скажем, да, здесь используется, как видите, там, по-моему, Франция, и он все на французском. Давайте мы э, да, и Пегаглас. Ладно, это моя ошибка. Как видите, скрипт не загружается. Здесь есть несколько вариантов. Я включил сейчас функционал. Давайте добавим сюда get запоров. Вот. Теперь у нас все подгрузилось. Но нужна будет регистрация. Почему? Потому что сейчас включено, что вы должны оставить email, чтобы зарегистрироваться. Мгм. Мгм. Он мне отправляет на почту ссылку, по которой я могу перейти с токеном и уже залогиниться. Либо если я, допустим, с каким-то другим имейлом сейчас захожу. Конечно, клиентам многим, наверное, это будет неудобно. Им удобнее в большинстве случаев. Сейчас, одну секунду. Получить доступ просто по URL. Видите, сейчас доступа нет. Ну, давайте мы с вами вернемся и уберем регистрацию и просто ставим по данным. То, соответственно, люди, вы можете отправить всем сотрудникам данную ссылку, и у них у всех автоматически будет доступ. Ну да, вы здесь не будете видеть, кто какой оставляет. Опять же, вы будете видеть по устройству. Ну, иногда этого достаточно. Если работаете с одним, чтобы вы не регистрируете, не получать доступ, то этого, в принципе, достаточно. Сейчас перезагружу страницу, и, соответственно, у меня сейчас будет просто полноценный доступ. Как видите, я вижу все комментарии и так далее. Опять же, если я включу там возможность без комментирования, то, соответственно, вот здесь, то я не увижу уже больше тот, кто уже раньше комментировал. Я могу оставить только новые свои какие-то. Ну, я, как уже рассказывал, есть несколько способов, как это использовать. Ну, допустим, давайте так и сохраним. Вернемся назад. Я уже немного путаюсь. Обновим страничку. И сейчас, опять же, у меня не будет доступа. То есть, ну, давайте мы оставим какой-нибудь Мгм. аккаунт не найден. То есть, соответственно, мне нужно будет сначала добавить его в клиентов. Вот здесь завести нового клиента, и он автоматически будет у нас доступен. То есть очень быстро, просто и удобно. То есть это можете заранее запросить, какие вам нужны имейлы, если вы хотите полностью конфиденциально. Ну, на стадии разработки, на самом деле, вы можете открыть либо полностью,
Если уже на рабочем клиенте, то я, как правило, просто предоставляю, потому что все равно отвечает один и другой человек, и я просто предоставляю им возможность по специальной ссылке. Ну, кого-то я регистрирую, если там много пользователей, от каждого нужно получать какой-то ответ, то я уже добавляю их email и все работает. Ну, вот вкратце я вам сегодня рассказал о нашем инструменте, в том числе, а также двух других инструментов. Э, Если вам интересно более подробное видео о GoLogin, конечно, пишите комментарии, пишите в личку, обязательно запишу мои инструменты. Ну, еще раз, все ссылки на регистрацию, которые будут в течение, можно зарегистрироваться в течение пары минут. То есть они будут в описании к видео. Так что еще раз, логин это не только про конфиденциальность, это на самом деле свобода, безопасность и контроль над вашим онлайн-опытом. То есть получать любой контент, полная цифровая конфиденциальность, управление учетными записями неограниченным количеством, безопасная работа без любого места и доступ практически к любому. Ну и самое удобное делиться учетными записями с какими-то подрядчиками, то есть без обмена паролями. То есть и это все без IP-банов, отслеживания. Ну, промокоды Пифагора, вы получаете 2 гигабайта бесплатных прокси-серверов для частных пользователей, ну и специальные скидки. Пользуйтесь на здоровье, также про сервер Аватар. У меня уже запланирован обзор, как я его использую, платные и бесплатные возможности. Ну, еще раз спасибо. Ну и подробнее вот ссылка комментов. Можете его тоже потестировать, посмотреть, сколько стоит. И для каждого принять решение, насколько есть и другие инструменты. Не обязательно это именно данный инструмент вы можете использовать в своей работе. Есть куча и других инструментов, в том числе плагины. Вот раз я сейчас всех озвучивать не буду, но опять же попробуйте. Ну, это один из инструментов, который работает легко, просто, быстро и самое главное, то есть на мобильном устройстве, потому что большинство клиентов их просто нужно. Чтобы мне не хватает, вот совсем я, наверное, забыл напомнить, конечно же, наши клиенты любят голосовые управления. Да, и это есть дорожные карты в будущем, что при комментировании, чтобы они уже надиктовали, что они хотят. Потому что в тексте они пишут коротко, сухо, не могут передать свои эмоции, не могут их выразить, особенно мобильно. А так вы бы выделили какой-то элемент, ну, к примеру, ну, давайте вот сюда вернемся, то есть они хотят какой-то комментарий оставить, и здесь была бы возможность записать, особенно если это было бы мобильное устройство, чтобы они могли взять и надиктовать, что они хотят. Это, конечно, не хватает данного функционала. Хочу голосом. Ну, и пусть это я публикую. Ну, опять же. Ждем, какой функционал, то есть разработчик обещает много чего еще допиливать. Ну, не знаю, вот, еще roadmap. То есть сейчас, конечно, у него больше функционал по функциональности, но потом он не планирует добавлять. То есть нет открытой должной карты, ну, есть сообщество, где общаются. Вы можете попереписываться с ним. Ну, разработчик очень открыт, и как видите, тут работает все в три шага. Я говорю, есть много более продвинутых инструментов, но они немного тяжелы для некоторых клиентов, да, там много интеграции, много функционала, работают и с фигмами и так далее. Мы делали на него обзор, но у него много было уже изменений с того момента. Я опять же, это инструмент супервизии, опять же, планирую еще раз на него записать обзор. Да, не пересекать функциональности, но когда-то удобно, допустим, для меня установить символы коммента, для кого когда-то для более серьезных я использую, допустим, уже в видео там, с сложными интеграциями и так далее. Спасибо. Я, конечно, хотел уложиться все как обычно в 30 минут, но, как вы видите,
сказать, сегодня это затея у нас. Спасибо всем. Очень рад было всех видеть. До скорых встреч. В ближайшее время у меня намечается еще несколько интересных видеообзоров разных инструментов, не только для веб-разработки, но и для ускорения нашей работы. Ну, буду делиться часть своим стеком инструментов, которые я использую повседневно. Ну и на что смотрю, на что обращаю внимание, что кажется будет для кого-то полезно и интересно. Да, инструментов очень много. Скидывайте в комментариях, если вы хотите. Инструменты есть похожие, которые вы используете, тоже поделитесь вашими стеками. Тоже будет интересно. Может быть, ваш инструмент более продвинут, о котором мы еще не знаем. Спасибо большое, всего доброго и всем пока. До новых встреч. До свидания.